Ребята, всем привет! Сегодня поговорим о делистинге фондов Finex, которые уже произошли. Так, давайте посмотрим. 7 августа вышла новость, что Мосбиржа проведет делистинг ценных бумаг Finex. Когда многие испугались после этой новости, сразу была у многих паника, что все, наши деньги пропали. На самом деле это не так. И давайте посмотрим. Вот Московская биржа с 9 августа 2023 года исключит 22 ETF, что уже произошло. Торговая площадка пояснила, что исключает фонды ETF Finex, так как провайдер биржевых фондов расторгает договор с Московской биржей, на основании которого осуществлялся листинг ценных бумаг. И вот расторжение договора является основанием для делистинга. Для чего это сделано? Группа Finex рассчитывает, что прекращение деловых взаимоотношений с Московской биржей увеличит вероятность получения положительного решения о выдаче лицензии от казначейства Бельгии. То есть эта тема даже хорошая, паниковать не надо. Возможно, наши ETF-фонды, Finex, у которых они есть в портфеле, разморозятся. Можно будет ими торговать дальше или нет, не знаем, то есть покупать. Возможно, нам просто разрешат их просто продать. В принципе, что очень хорошо, потому что на них уже плюс. Вот, допустим, сейчас посмотрим мой портфель, где у меня есть эти фонды Finex. С ними ничего не случилось, они у меня также в портфеле. Они также продолжают торговаться, просто делать мы с ними не можем. И также дивиденды, они все реинвестируются, как это сказано в новости. Вот, пожалуйста, провайдер биржевых фондов ETF Finex пояснил, что делистинг не означает прекращение деятельности фондов. Они продолжат функционировать. Управление ими никак не затронуло принятым решением портфеля фондов, по которым производится расчет СЧА, регулярно перебалансируются, полученные купоны и дивиденды реинвестируются. Продать мы их также не можем, но это было так же, как и раньше, после введения санкций. Но если же вы инвестируете в долгую, там на 5 лет, на 10 лет, ничего страшного в этом нет. Вот когда вы инвестировали, допустим, вы же инвестировали в долгую, правильно? Зачем сейчас об этом думать? Да, снять мы их сейчас, эти деньги, не можем, но потом мы их можем. Вот, пожалуйста, даже новость очень положительная, когда многие начали паниковать, то что это отрицательная новость. Также давайте посмотрим на мой БКС-портфель, где я купил акции ТКС Групп, а в долларах, так, купил я их $37, практически $38. Были у меня доллары, и сейчас я даже буду их докупать, потому что по ним у меня самый большой минус. Я их буду сейчас усреднять. По рыночной цене я купить не могу, поэтому выставляю лимитную. Купим одну штучку. Какая у нас сейчас рыночная цена-то? Давайте посмотрим. 36.27. Так, все, покупаем. Все, заявка выставлена теперь. Когда рынок откроется, у меня еще будет одна акция в моем портфеле. Вот активные заявки. 36.27. Все. Купил. Также недавно я купил акции Сургутнефтегаза, о чем я говорил еще в своем телеграм-канале. 400 акций я купил. Вот как вырос за 47 рублей, где 47 рублей стоила одна акция. Но одну акцию, естественно, вы не купите. Там надо сразу в одном лоте 100 акций, где надо будет покупать сразу лот. Вот купил я 400 акций, а именно привилегированных.
Все, теперь у меня еще есть акции Сургутнефтегаза. Давно я не заходил в фондовый рынок, решил зайти вот докупить. Думаю, надо немного усреднить свой портфель, который сейчас находится в минусе и которыми можно торговать. А также курс доллара, давайте посмотрим на курс доллара. Курс доллара у нас уже идет к отметке 100, 97 рублей за 1 доллар. Пожалуйста, доллар растет. Кстати, я также покупаю доллары на Bybit, то есть USDT, и накапливаю в долларах свой кэш. Ну что ж, ребят, всем до свидания, всем пока. Ждем следующих выпусков. Подписываемся на мой канал. Подписываемся на мой телеграм-канал. Ссылка в описании канала. Всем до свидания, всем пока и всем удачных инвестиций.